Хай! Самурай! Комбате! Привет, мои дорогие друзья! Вы на канале Алекс S-Diver. И мы сегодня продолжаем тренировки по кендо. В этой тренировке уже будем использовать доспехи. Что ж, как говорится, меньше слов и больше дела. Let's go! Тренировка кендо начинается с повторения 3 основных ударов. Мён, то есть когда удар переносится на голову. Также кате, когда удар соперника попадает в руку. И дуо, то есть когда удар попадает в туловище. Могу также отметить, что никто на тренировке не пострадал, доспехи надежно защищают как голову, так и туловище, а также руки от ударов. Сейчас, как вы видите, идет отработка ударов мён. Сейчас идет отработка ударов коте, когда удар мяча попадает в руку соперника. Сейчас идет отработка удара дуо, когда удар мяча попадает в туловище соперника. Я посмотрел, как ребята занимаются, и решил самому попробовать. So, what they need to change? Maybe I think you have no power in around here. You look like you can use muscle, arm and shoulder, and also you can use foot, but legs. But it looks like there is no power in around tanden. Yeah, you know tanden. Yes. So that's why first we need to focus on the tanden and breathe deeply and put power in tanden. So then, of course we use arm and need to power to move shinai, but first we focus here, then move. So then now it looks like unbalanced. So arm and leg, you use, but looks unbalanced. So that's why first maybe you need to focus tanden. Интересно, что Аска Сенсей объясняет, что мои движения, они больше внешние движения. Я совсем не концентрируюсь на так называемой точке танджон, по-русски, да? Танден. Вот, она вот here, да? Here. То есть она вот находится в этой, как бы больше я делаю внешние движения, но нужно концентрироваться на внутреннем. Это вот то, над чем мне нужно работать сейчас. В общем, продолжаем работать, тренироваться. So, you can try again. Okay.
One. Looks better. Oh, I see. Yeah, I feel a little bit different. Когда концентрируюсь, когда концентрация меняется, более с внешних движений на внутреннее, то и внешние движения становятся тоже другими. Интересно. Учимся дальше. Так, сейчас ребята начинают спарринг. То есть до этого был просто basic, то есть когда они повторяли движения наработанные, а сейчас, то есть это реальный спарринг. Спарринг длится всего лишь 3 минуты. О. Уф. Вот это, конечно, не так. Кендо, что переводится как «путь меча», в наши дни получил признание в Японии как одно из наиболее престижных видов боевых искусств. Концепция кендо была обнародована Всеяпонской Федерацией кендо в 1975 году. Заключается она в следующем: тренировать разум и тело, развивать сильный дух, постоянные строгие тренировки, стремление к совершенствованию искусства кендо, высоко ценить человеческую вежливость и честь, быть искренним с другими и все время совершенствовать себя. Это позволит каждому любить свое государство и общество, делать вклад в развитие культуры и продвигать все человечество к миру и процветанию. Взращивание в человеке любви к своей стране и народу, развитие культуры и укрепление взаимопонимания между людьми, странами и народами. Вот принципы, которые можно применить к искусству владения мечом. Тут нужно быть аккуратным и внимательным, и всегда концентрироваться. Иначе, как только потеряешь концентрацию, так сразу и пропустишь удар. В принципе, как и в любом спорте, да? Всегда нужно быть сконцентрированным. Кендо означает не только технику владения мечом. Посредством кендо произошел переход от искусства уничтожения врага на поле боя к искусству воспитания духа воина. Целью обучения стало не столько умение драться с противником, сколько постройка цельной и развитой личности, развитие физических данных и духовных качеств. Признанные мастера боевых искусств уверены в том, что воинами становятся, чтобы никогда не сражаться. Так, ну вот закончена, скажем так, партия. Ребята благодарят друг друга, расходятся по своим местам. Ребята тоже удары сопровождаются соответствующими киками, чтобы сохранить дух и сохранить напряжение, концентрацию. По сути, крик — это как символ тоже того, что человек вкладывает всю силу, энергию в удар, то есть он полностью вкладывает на 100%. В принципе, как и везде, естественно, и в спорте, чтобы достичь чего-то, нужно вкладываться на 100%. Вот они благодарят друг друга за спарринг. Еще раз. Благодарю, ребята, за то, что сегодня были со мной
Давайте во всем учиться вкладывать себя на 100% и достигать успеха как в спорте, так и в жизни. Еще увидимся. Пока-пока.